Ребята, всем огромный привет, с вами Аня, и вы на канале Сойка. Сегодня я хотела бы с вами обсудить мои крайние инсайты на терапии с психологом по поводу эмиграции. Я думаю, что многим это было бы интересно. Поэтому, если так оно и есть, то оставайтесь на моем канале и поехали! Я сама из Беларуси, и муж мой из Беларуси, и мы, получается, приехали в Польшу в 22 году в июле. И за вот эти почти 2 года у меня были, конечно же, разные периоды, где мне было сложно, плохо, где я думала, что все классно, у меня была такая эйфория стадия и так далее. В общем, все это реально похоже было на какие-то американские горки. Все вот так жух-жух. Все классно, все плохо, все классно, все плохо, все нравится или я устала. И так оно постоянно сменялось, и до сих пор у меня все так же это происходит. И, собственно говоря, на эту тему я очень много общалась со своим психологом. Как здесь быстрее адаптироваться, что делать, что не делать, как жить дальше и так далее. И вот, в последнее время стало прям очень сложно. Была зима, было прям так мрачно, тяжело, темнело рано. И только сейчас я вот стала прям ощущать, что, будто бы все становится лучше. Но, конечно же, это все не так. И, м, я опять вернулась в терапию с марта месяца. По поводу, опять же, эмиграции, по поводу самореализации, поиска себя, уверенности в своих силах и так далее. И вот в последнее время, особенно после поездки в Брест, нам с Юрой было там так очень классно дома, было так спокойно. Вот я думаю, те люди, которые сейчас находятся в эмиграции, они, думаю, меня понимают, что тут в Польше, получается, нужно много работать. Здесь аренда квартиры стоит на порядок выше, прям очень выше. Что вы понимали, здесь аренда стоит квартиры $1000. В Бресте можно снять квартиру за долларов 200-250, прям классную, и по метрам явно будет больше, чем наша вот здесь. И знаете, вот мы там общались с нашими друзьями, опять же, и многие уже имеют свои квартиры, у многих есть в планах дом строить, и у всех есть автомобили. То есть там все вот это сделать проще, там проще деньги отложить, вот, особенно если ты айтишник, то прям вообще супер. А тут в Польше ты понимаешь, что квартиру ты, конечно же, купишь, но через лет 20, наверное. И то это прям в самом таком классном случае. Чтобы, опять же, понимали, здесь квадратный метр стоит $5000. Именно в Варшаве. Это жесть вообще какая-то. Вот, а в Бресте где-то 1000 стоит, наверное, квадратный метр. И, если прям обсуждать не только цены, а вот ещё какое-то такое своё моральное ощущение, состояние, то там прям так комфортно, там всё понятно, там, все говорят по-русски, ты всё знаешь и так далее. И именно вот на фоне всего вот этого я опять обсуждала с психологом, типа, как так вот? Что вот мне выбрать, Польшу или Беларусь? Я же постоянно сравниваю, где лучше, тут или там. И я думала на самом деле, что я сомневаюсь. Но так вышло, что мне сказал мой психолог, что Аня, судя по твоим историям, по твоим рассказам, ты, в принципе, не сомневаешься. Ты мне вот прямо сейчас говоришь о том, что там было бы проще. Да, то есть я сейчас делаю выбор в пользу Беларуси. Я осознаю, что для того, чтобы там жить мне классно, мне нужно меньше работать в 3 раза. Мне и Юре, конечно же, соответственно.
Потому что там, в принципе, люди в IT получают плюс-минус столько же, сколько и здесь. И ты вообще не понимаешь, нафига все вот это нужно. И, собственно говоря, после того, как мне сказал психолог о том, что Аня, я думаю, что ты и так уже знаешь, то есть ты уже и так себе ответила на вопрос, где лучше, то тут все стало на свои места. Но это не говорит о том, что я прям сейчас уже собрала чемоданы, вещи, и я уже еду на границу. Нет. Мне просто стало спокойнее. Знаете, вот эта вся жизнь, где ты изо дня в день думаешь, где лучше, где хуже, что как, а что там, а что тут. Все это очень сильно у тебя отнимает драгоценную твою энергию и силы. И ты бы все вот эти силы, всю эту энергию мог, получается, направить там на проекты, на свою работу, на саморазвитие, на еще что-то, на более полезные вещи, чем ты просто занимаешься самокопанием, что и я делала. И получается, психолог мне просто сказала, что нужно просто принять этот выбор. И знаете, и мне стало так проще жить. У меня откуда-то появились опять силы, вдохновение, энергия. И это реально классный такой совет, что иногда, чтобы что-то изменить, нужно просто для начала это принять. Просто принять, что да, я чувствую, что мне там было бы проще, но это не означает, что мне тут плохо. Тут тоже есть много своих классных плюшек, здесь тоже есть много возможностей, бонусов, много всего интересного. Вот. И поэтому я просто говорю, что я устала тут и что там не легче. Но сейчас я чувствую, что у меня теперь есть силы для того, чтобы улучшать свою жизнь здесь, в Польше. В общем-то, вот такой самый главный инсайт, что нужно просто иногда кое-что принять для того, чтобы у тебя были силы на твою жизнь. Вот. Что хотела еще я вам сказать по поводу вот этого всего, иммиграции, адаптации и так далее. Да, мне, конечно же, проще в Беларуси там, потому что русский язык здесь польский. То есть здесь нужно просто прилагать больше усилий для того, чтобы жить на том же уровне, как и там. Еще, кстати, классная техника, которую мне дала моя психолог. Техника или что это, я не знаю. Она сказала мне, что мне нужно просто подумать, что я потеряю в случае уезда из Польши. Вот. И на самом деле сейчас здесь это люди, здесь очень много классных людей, знакомых, друзей, и у нас здесь классные, уютные такие беседы, посиделки, мы здесь играем в игры настольные в Бресте, вот с общением, конечно же, сейчас стало хуже, ну, туже, не знаю, хуже стало, вот, потому что много кто уехал, а те, кто там остался, все уже такие взрослые, у всех свои взрослые дела, там кто-то делает ремонт в доме, кто-то делает ремонт в квартире, кто-то беременный, кто-то еще что-то, вот, ну, в целом, что все заняты, ну, уже прям там квартирами, вот этим всем. Здесь, конечно, все это будет позже, и я это все сейчас осознаю. Вот, и нужно просто это принять, что да, сейчас оно так есть, но нужно предпринимать шаги для того, чтобы улучшать свою жизнь здесь, в эмиграции. Главное, конечно, люди, а не место, и сейчас так вышло, что у нас здесь все люди. Я не знаю, я вам вообще понятно ли, скажем так, объяснила всю вот эту концепцию, о чем я общалась со своим психологом. Я думаю, что хотя бы кому-то это будет интересно и полезно, поэтому
Если это так, то ставьте обязательно пальчик вверх на этот ролик, подписывайтесь на мой канал, здесь еще будет очень много всякого интересного про Польшу и не только. И, конечно же, меня больше в Инстаграме, поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, все ссылки оставлю в описании. И все, до новых встреч, не унывайте, все будет у нас классно. В любом случае лучше попробовать, чем не пробовать и потом об этом всю жизнь жалеть. А вернуться мы всегда успеем. Правда? Все, всем пока-пока.